Телецкое озеро занимает особое место в ожерелье пресных водоемов России. Изумрудной гладью смотрит оно в синь небес, сохраняя в себе величие минувших столетий. Телецкое – одно из самых живописных озер нашей страны. Его неповторимый облик определяется сочетанием высокогорного рельефа с глубоко врезанной в него котловиной, наполненной чистыми холодными водами. Золотое озеро или Алтынкёль – так издревле зовет его коренное население Алтая. Телецкое хранит немало тайн. В этом фильме мы познакомимся с подводным миром и рельефом дна озера. Посетим самое теплое место Сибири, где растут 500-летние кедры-великаны и лесные орхидеи. А также узнаем, как живут люди, охраняющие природу Золотого озера. Ведь находится оно в самом сердце Алтайского биосферного заповедника. Весна. Гольцы дремлют под толстым снежным покрывалом, а Прителецкая тайга и берега озера полны жизни. Прибрежные скалы полыхают нежно-розовым заревом. Цветет моральник. Под пологом леса и на полянах распустились первоцветы, символы обновления природы. Одними из первых зацветают хохлатки. Лиловые кандыки устилают землю пестрыми коврами. Одновременно с ними появляются на свет некоторые виды фиалок. В весенней цветовой палитре голубые ветреницы и сине-фиолетовые цветки медуницы. У ручьев красуется калужница болотная. В тени хвойного леса распустились нежные цветки кислицы. Папоротники выпустили молодые скрученные побеги. На хорошо прогреваемых опушках горят на солнце адонисы. На Алтынкёль весна встречается с летом, а на озере Джулукуль на высоте более 2000 метров природа только пробуждается. Скоро окрестные горы напоят реки и ручьи талыми водами, которые они принесут в Чулышман. Чулышман – главный приток Телецкого озера. Он берет начало в заболоченной местности в южных отрогах Шапшальского хребта, впадает в озеро Джулукуль и вытекает из него на просторы горной тундры. Большую же часть пути к Телецкому озеру эта могучая река преодолевает по узкой глубокой долине с крутыми склонами. В начале лета Чулышман особенно полноводен. В это время вода в реке мутная и бурая из-за таяния снега в высокогорьях. Талые воды сносят со склонов мелкозем, размывая почву. Взвеси из мельчайших частичек пород переносятся горными реками на большие расстояния. Июньские паводки – обычное явление в долине Чулышмана и на юге Телецкого озера. Следуем от южного мыса Кырсай вдоль озерной береговой линии. Справа от устья Чулышмана расположен Кыгинский залив. Как и восточное побережье озера, он находится на территории Алтайского заповедника. В залив впадает река Кыга, второй крупный приток Телецкого. В нижнем течении она образует обширную дельту, покрытую песчаными наносами. Всего Золотое озеро питают 7 десятков рек и более 150 временных водотоков, а вытекает только одна – Бия. Огибаем залив. Недалеко от устья реки Чири стоит на страже самый южный озерный кордон заповедника. Здесь проживают 2 государственных инспектора с семьями. Климат в Кыгинском заливе, защищенном горами от холодных ветров, один из самых теплых в Сибири. С 1929 года здесь ведутся регулярные метеонаблюдения, в том числе за уровнем воды в озере и на его притоках. На юге Золотого озера есть достопримечательное место. Ученые называют его
Кыгинским рефугиумом или убежищем реликтовых видов третичной флоры Алтая. Здесь находятся уникальные девственные кедровники. На левобережье реки Кыги находится реликтовый кедр. Возраст более 500 лет однозначно. Некоторые экземпляры в обхвате до 4 обхватов. Сохранились они благодаря тому, что в свое время, когда закрывался заповедник, кедр в долине вырубался. Но оставлялись плюсовые или маточные деревья для осеменения естественным путем. То есть кедровка берет шишку, летает с ней, где-то теряет, где-то зарывает, забывает. То есть сейчас очень слабое, но возобновление кедра есть. Есть мнение, что кыгинские кедровники явились родоначальниками расселения кедра в Западной Сибири. И сегодня Прителецкая тайга в Алтайском заповеднике остается местом сохранения генофонда этого сибирского чудо-дерева. Золотое озеро встречает новый день. Вершины массива Алтын-Ту, самые высокие из прибрежных гор, дремлют под густым туманом. Через пару часов воздух прогреется и нагрянет летняя жара. Впрочем, в любой момент может налететь ветер и начаться дождь. Природные стихии правят бал на озере. Берега Телецкого в основном труднодоступные, почти отвесные или тянутся узкой полосой вдоль крутых склонов. Имеются здесь и приподнятые над озером террасы, обжитые людьми. У подножия Телецкого хребта расположена живописная терраса Беле. Поверхность ее изрезана сухими лагами и долинами небольших ручьев. Обрывистый уступ террасы подвержен эрозии и волноприбойной деятельности. Терраса Беле, как слоеный пирог, сложена различными по происхождению и составу отложениями, озерными песками и алевритами, речными гравийниками и галечниками, склоновыми щебнями и ледниковой мореной. Крутой обрыв перед нами – не что иное, как тектонический сброс, по которому произошло опускание дна озера, в то время как сама терраса и окружающие озеро хребты испытывали интенсивное поднятие. В сравнении с котловиной Телецкого озера, которой примерно 1 миллион лет, терраса Беле намного моложе. По данным последних исследований, возраст той ее части, что находится выше уреза воды, составляет чуть более 30 тысяч лет. Наверху, на кордоне Беле, жизнь идет своим чередом. Сейчас здесь проживают не более 15 человек, в основном сотрудники Алтайского заповедника и метеостанций. Старожилы вспоминают, что в 60-70-х годах прошлого века во время закладки яблоневых садов число жителей достигало 60 человек, особенно во время сезонных работ. Времена меняются. В садах Беле остались разреженные насаждения. Здесь идет постепенное и естественное восстановление леса. Часть земли используется под покосы и выпас лошадей, которые остаются одним из немногих доступных средств передвижения и перевозки грузов в Прителецкой тайге. Здесь нет автодорог, зато есть электричество. Почти 10 лет круглосуточную подачу энергии обеспечивает ветроэлектростанция. Питьевую воду по старинке берут из ручья Барчик. Летом Беле утопает в пышной зелени. Прибрежный лес во оврагах с зарослями папоротника-страусника – это своеобразные сибирские джунгли. У причала Верхний Камелик цветут пионы. Сибиряки зовут это целебное растение мариным корнем. По кромке террасы тянется полоса из кедров и лиственниц. Между тенистыми березовыми рощами прячутся живописные луга. Богата флора Алтайского заповедника. Только высших растений здесь 1500 видов. Многие из них занесены в красные книги. Одна из редких диких орхидей – Венерин башмачок настоящий или известняковый.
Это чудесное растение находится под охраной в России и во многих странах Европы. На северо-западе террасу Беле замыкает скалистый мыс Артал. С него видна, как на ладони, вся южная часть озера с горными массивами Туалок и Алтын-Ту, а также полосой бурой воды из реки Чулышман. Продолжаем путь на север. На другой озерной террасе раскинулось село Яйлю. Летнее пастбище, теплое становище. Так когда-то называли это место алтайские кочевники, перегонявшие сюда скот на лето. Первые русские казаки пришли в Яйлю в 1642 году, а датой основания села считается 1812 год. С 30-х годов прошлого века в Яйлю располагается центральная усадьба Алтайского заповедника. Тогда же начала работу метеостанция и были посажены первые яблони на Яйлинской террасе. В селе проживают 150 человек, более 30 из них трудятся в заповеднике. Как ни посмотри, а вся жизнь яйлинцев тесно связана с озером. Мягкий климат благоприятен для ведения приусадебного хозяйства. Здесь занимаются садоводством и пчеловодством, разводят скот. Нужно везде поспеть, и на службе, и дома. Как в любом селе, горячая летняя пора – сенокос. Никто не сидит сложа руки, как в русской поговорке. Пока стоит ведра, успевай сгребать сено. Уютная Яйлю давно пользуется популярностью у туристов. Сюда можно приехать на автомобиле или на катере. Приятно искупаться в чистой прохладной воде, подышать живительным воздухом и отведать ароматных яблок. Заповедные ялинские сады и сегодня одна из главных достопримечательностей села. Садоводство на Телецком имеет богатую историю, которой более 100 лет. Но это тема отдельного рассказа. Золотое озеро, как магнит, всегда притягивало талантливых людей. Один из них – выдающийся исследователь Валентин Селигей. Уроженец Украины, он посвятил этому водоему большую часть своей жизни. За время руководства озерной метеостанцией в Яйлю и в последующие годы ученый сделал немало открытий на Телецком озере и в его бассейне. Он вел системные исследования лимноклимата, колебаний уровня воды в озере, измерил течение и рассчитал многолетний водный баланс, а также открыл подводный хребет. Валентин Васильевич сделал новую карту глубин Телецкого в сотрудничестве с бельгийскими учеными. Он оставил нам научное наследие из книг и статей, в которых выразил всю свою страсть к познанию тайн Золотого озера. На смену ушедшему поколению приходит молодое. Ну кто-нибудь воды принесет или Я нет? сейчас иду, дядь. Арсений принесет. Это Давайте отлично. я. Подожди, не мешай. Спасибо, Арсений. Не-не-не, это дырявое ведро. Вадик, а ты гальки принеси. Гальки. Дядя Женя, мне ко мне принести. Да. Немножко только, сильно не напрягайся. Вот. Кем станут эти ребята в будущем? Повлияет ли жизнь в далеком заповедном селе на их выбор профессий? Хорошо, когда рядом есть старший друг и наставник, такой как Евгений Веселовский. У Евгения Дмитриевича за плечами 30 лет работы в Алтайском заповеднике. В трудные 90-е годы он руководил патрульной группой заповедника и сходил под рюкзаком его территорию вдоль и поперек. Сейчас работает в отделе экопросвещения. Непревзойденный экскурсовод. Он умеет сделать любой рассказ ярким и увлекательным. Но самое главное – это работа с детьми. Все это начиналось 26 августа 1996 года, уже больше 20 лет, как мы в Алтайском заповеднике, вот в районе Яйлю, да и не только в районе Яйлю, вообще практически по всей республике работаем с нашей детворой. Все начиналось с ялинских ребятишек, мы ходили с ними в походы, проводили разные, в том числе экологические акции.
Ну, традиционно, естественно, мы чистили берега Телецкого озера, хотя я категорически в настоящее время против того, чтобы использовать детей в подобной не очень чистой работе, чтобы они убирали мусор за взрослыми людьми. Потом в этих мероприятиях начали принимать дети, подростки, молодежь из других регионов России. Все это было хорошо и интересно. Все это, в принципе, выстраивается в такое некоторое, может быть, движение хранителей озера. У нас отряд назывался «Хранители озера», первый отряд при Алтайском заповеднике вот этих вот таких юных дарований. Живя рядом с водной стихией, дети с малых лет учатся понимать озеро и жить в гармонии с ним. Яйлинская детвора познает окружающий мир всеми доступными способами. А как сегодня исследуют Алтынкөл взрослые? И, естественно, знаю, что у нас есть Телецкое озеро. Это был примерно 2009 год, когда я первый раз погрузилась на Телецком озере. И по рассказам, да, это темное озеро. Темное, со своим нравом. Когда погружаешься в Телецкое, то есть ты видишь не голубую воду, а именно золотого цвета. Это, ну, скажем, уникальное именно для этого водоема. И другого такого озера мы за свою вот дайверскую, скажем, практику не встречали. Здесь интересные ландшафты, то есть от пустынь бескрайних, которые можно увидеть, допустим, на тех же наших фотографиях, до скалистых берегов, обрывистых стенок, отвесных, уходящих с отрицательным уклоном. Есть небольшие каньоны, есть масса затопленных деревьев, которые старые, которые не обхватить вот так вот обхватом. Ты подплываешь на них, утыкаешься в них, когда, допустим, не очень хорошая видимость. И когда видимость хорошая, ты ее видишь издалека, как нечто такое лежит. Они уже все гладкие, без коры. То есть одни ветки, сучки такие в самой причудливой форме. Вот у нас есть некоторые фотографии там. Теперь вопрос, как это все поднять? Так, держись обеими руками. Дайвинг на самом деле это никакой не спорт, это развлечение. Все, что мы делаем здесь, мы, конечно, делаем и полезную работу, и все, но в принципе дайвинг это удовольствие. Удовольствия могут быть разными. Некоторые можно получать лежа на пляже, некоторые требуют достаточно больших трудозатрат, финансовых затрат, ну и в том числе и сил, и упорства. Дайвинг требует всего этого сразу. Нужно подумать. Может быть, двое внизу, двое вверху. То есть еще с двумя баллонами. Здесь не только определенная физическая подготовка, не только навыки, не только умение обращения безупречное со снаряжением, а еще и интеллектуальная сторона вопроса. То есть здесь мы занимаемся техническим дайвингом, то есть дайвинг, который выходит за пределы любого любительского. Мы раздвигаем границы, которые позволены человеку физиология ему. Подводные погружения на Телецком озере очень непростые, со своими особенностями. Это не похоже на дайвинг в прозрачных теплых морях. Легендарный катер заповедника «Зурбаган» отправляется исследовать затонувшее в заливе Камга судно. Нет, у тебя левая, борт, корабль. Вот ты сейчас стоишь по левому. Слева корабль должен быть, а у нас справа корабль. Да, с левой руки у тебя. А у нас с правой руки. А у тебя справа, да. А мы слева. А вы можете хоть справа, хоть слева. Самое главное... Саня, смотри, какой модный есть. Смотри, вот такой свет есть. Да, вот я вот про такой сейчас. Блин, вообще какая-то сбруя на мне. Это компьютер. Что самое главное показать? Глубину, время, температуру. Команда дайверов совершает погружение в крупнейшем заливе озера. В 90-х годах прошлого века здесь затонул катер типа «Ярославец» под названием «Ирбис». К счастью,
Когда судно пошло ко дну, в нем практически не было горюче-смазочных веществ, так как его готовили на зимовку. Носовая часть «Ирбиса» лежит на глубине 6 метров, а корма примерно на 18. Сегодня Ирбис является объектом для исследований и специфичных тренировочных погружений. Видимо, все равно не очень. Здесь такая. Еще кто-то выходит, вон, еще кто-то выходит. Шаг. Что ты не сделаешь? Плавать лучше, чем вылазить. О! Так хочется умыться, но перчатки настолько шершавые, что я боюсь, царапаю себе лицо. Но идти по компуху. Но по компуху будем идти. Если какой-то факап, мы знаем план, соответственно, да? Если какие-то проблемы. А если нет, если все хорошо, то мы идем по компьютеру. Да? Тек один, потом на следующий день потек второй костюм. Тут заведомо текущий костюм, я выхожу сухой абсолютно. Что в этом мире происходит? Какой-то подвох. С появлением специалистов, технических дайверов, мы стали делать работу, которая ранее была невозможна. У нас есть договор с Институтом водных экологических проблем, и ребята у нас собирают пробы определенные, которые мы направляем в этот институт. Мы получаем там пробы по воде, пробы по бентосу и другие разные. Мы обследуем объекты, которые оказались в воде по тем или иным причинам, ну, затонувший катер, допустим. И это все важно, потому что это мониторинг, мы смотрим, как это влияет, как может повлиять и что происходит с этими объектами. Зурбаган направляется к знаменитому водопаду Корму, который находится в 200 метрах от берега озера. Здесь прибрежные скалы вертикально уходят вниз на значительную глубину. Да-да. Заметим, что несмотря на относительно небольшие размеры, максимальная глубина Телецкого озера 323 метра.
что соответствует высоте Эйфелевой башни в Париже. Группа из нескольких человек под руководством Романа Воробьева исследует глубоководную часть озерной котловины. Это технический дайвинг с погружениями на глубину свыше 40 метров, декомпрессионными остановками и использованием более одной газовой смеси во время одного погружения. Быстро не идите, чтобы я мог, если что, вас обогнать, спереди поснимать. Спускаться, у меня уши, я медленно Все, медленно, что? Давай, пошли по рельефу. Рова! Ром, ага. Что там по рельефу? Значит, смотри, сейчас вот где, вот видишь, где начинается стенка каменная? Вот там обрыв никуда. Я думаю, что надо... Кроме того, технический дайвинг не предполагает возможности быстрого выхода в случае необходимости. Все проблемы со снаряжением, с собой, будь то начиная от легкой тревоги, заканчивая паникой и отказом снаряжения, как основного, так и дублирующего, мы все должны решить под водой. Что же нужно человеку, чтобы все-таки раздвинуть свои границы? Ну, во-первых, человек, в принципе, как биологическая машина, у него есть предел прочности. Он предназначен для погружения на большую глубину, ну, чуть менее, чем никак. Глубже 30 метров, а то и раньше, азот в воздухе, которым мы дышим, начинает опьянять. Вот, а вплоть до здорового, глубокого, ну иногда и последнего сна, к сожалению. А кислород может отравить, причем внезапно. Когда мы идем на глубину, мы используем, естественно, основная смесь. Это на основе гелия. Вообще, в принципе, называется трехкомпонентная смесь тримикс, то есть там гелий, азот и кислород. Но при этом одним баллоном, естественно, мы ограничиться не можем. Технический дайвинг отличается от любительского тем, ну, прежде всего, дисциплиной. То есть мы просчитываем заранее план, есть специальное программное обеспечение. Вот, мы готовимся, мы планируем, мы обсуждаем команды это. То есть дайвинг — это командная работа. В любом случае, действие всех членов группы должно быть полностью согласовано, не должно быть никакого разлада. К настоящему времени глубины более 100 метров достигли Геннадий Мисан, Андрей Дмитриевич, Роман Воробьев и Дмитрий Морозов. В толще воды, на дне и в иле Телецкого озера обитают разнообразные живые организмы. Во время погружений Татьяна Клименко и Роман Воробьев ведут профессиональную фото- и видеосъемку обитателей озера. Это сложно, но чрезвычайно интересно. Никакая мыльница, никакая GoPro тебе это не позволит сделать. Поэтому пришлось приобрести вот такой вот аппарат с макрообъективом, который позволяет нам снимать очень мелкие объекты. Здесь у нас наводятся и подводные клещи, которые в диаметре 2-3 миллиметра. Это гидры, которые тоже, само тело у нее 2 миллиметра и щупальцы длинные. Некоторых мелких животных трудно разглядеть невооруженным глазом. Камеры с макрообъективами дают возможность детально рассмотреть их и определить вид. Съемка под водой позволяет запечатлеть разные виды рыб в их естественной среде обитания.
Достаточно много рыб. То есть большое количество мы можем видеть. Мы можем видеть хариуса, сига, много подкаменщиков. Щука очень интересна для наблюдения. Она мало того, что просто плывет рядом и не всегда боится тебя, она еще и взаимодействует с тобой. Она может проплыть рядом, она может рассмотреть тебя, ей интересно, ты для нее чужак. Ты в ее среде, ты на ее территории. Не ты смотришь на рыбок в аквариуме, а здесь ты в ее аквариуме плаваешь. Ты объект наблюдения. Если ты плывешь вдоль склона, она сопровождает тебя. Она держит дистанцию, то есть нужна какая-то почтительная дистанция. Она соблюдает, но тем не менее держится на границе видимости, чтобы она тебя видела. Если ты заходишь за границу ее владения, щуки территориальные, она уходит, ушла, думаешь, ладно. Но тут же приходит другая, то есть они фактически передают тебя следующему. И ты уже конвоирует уже другая. Дайверы верят, что увидеть под водой щуку на счастье. Можно, как в сказке по щучьему велению, загадать желание. Главное, чтобы желание было правильным. На лимы тоже себя очень интересно ведут, то есть они в большей части лежат на дне, просто лежат. Ты можешь прямо до них чуть ли не коснуться, и только когда ты делаешь небольшое прикосновение, даже не то, чтобы ты касаешься, а уже столб воды, который ты пальцем даже двигаешь, и только тогда они улетают. Подводный мир озера нуждается в охране. Роман и Татьяна вместе с дайверами-волонтерами выполняют важную миссию. Они снимают браконьерские сети. Госинспекторам заповедника, работающим на поверхности, не всегда удается определить места установки сетей. Дайверы делают эту, на первый взгляд, простую работу под водой. Это опасное занятие. Можно запутаться в сетях. С глубины поднимают старые заброшенные сети, в которые до сих пор попадает рыба. Волонтеры-дайверы чистят дно и от техногенного мусора, попадающего в воду с судов, например, во время штормов. С этими и другими задачами успешно справляется дайв-станция «Зазеркалье» Алтайского биосферного заповедника. Вообще вода в нашей жизни составляет очень сильное влияние, потому что сами мы состоим из воды в большей степени. Чем она чище, тем мы лучше, чем чище наш мир. И поэтому дайвинг – это еще как раз возвращение. И, как сказать, мы бываем в той среде, из которой вышли. И я думаю, это очень здорово. Вода – это жизнь. Телецкое озеро – бесценный дар природы. По запасам пресной воды оно занимает второе место в России после Байкала, а значит, имеет огромное значение для всего живого на нашей планете. Богата Прителецкая тайга, богат Алтай чистой питьевой водой. Для народов, его населяющих, Телецкое всегда было и будет священным. Недаром коренные жители воспевают этот водоем в своих легендах и величают его Алтын-Көл – Золотое озеро.